Всем доброго дня, меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вместе со мной связать вот такие ажурные носочки с таким красивым узором павлиньего хвоста. У меня носочки связаны на размер 36, пряжа Alize Artisan Super Wash. Если вам интересна такая модель, то оставайтесь со мной и будем вязать вместе. На спице номер 2 я самым обычным способом, методом длинный хвост, набрала 72 петли, то есть по 18 петель на каждую из 4 спиц, и замкнула в круг. Как замкнуть петли в круг при круговом вязании? Под этим видео я оставлю ссылочку на 4 способа замыкания петель в круг. Далее продолжу вязать резинкой 2 на 2. Буду вязать в высоту 3 сантиметра самой обычной резиночкой. Я провязала резинку нужной мне длины, в моем случае это составляет 3 сантиметра. Резиночка, как я сказала, 2 на 2. И после резинки я уже провязала один ряд по круговой полностью лицевыми петлями для плавного перехода между резинкой и узором нашим. Так? И теперь мы вяжем первый ряд круговой нашего узора. Вяжем его следующим образом. 3 петли изнаночных, провязали. Далее 4 петли вот этих мы провязываем вместе одной лицевой петлей. Я немножечко вот здесь, мне делать это не очень удобно в начале. Я их так поддеваю и за переднюю стенку провязываю одной лицевой, как бы с наклоном вправо. Провязали. Далее 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 лицевая, так, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 4 петли вместе одной лицевой и 2 петли изнаночных в конце нашей первой спицы. Провязали. И это был первый раппорт нашего узора, который как раз состоит из 18 петель. И мы провязали с вами первую спицу. Дальше вяжем по кругу этот ряд, наш первый, да, до конца, провязывая каждую спицу таким же образом, начиная раппорт с самого начала. Первый ряд круговой узора у нас провязан. Вяжем второй круговой ряд. Вяжем его следующим образом. 3 петли изнаночных, 13 петель лицевых, 2 петли изнаночных, первый раппорт узора и первую спицу мы провязали и вяжем таким образом до конца кругового ряда. 3 и 4 круговые ряды вяжутся таким же образом.
Я уже провязала второй, третий и четвертый круговые ряды. Напомню, третий и четвертый ряд круговые вяжутся так же, как и второй. И это у нас был первый раппорт узора в высоту. Он как раз таки состоит из 4 рядов в высоту. Далее вяжем таким же образом, повторяя с 1 по 4 ряд 9 раппортов в высоту для паголенка. И возвращаемся, будем формировать с вами пятку. Я провязала 9 раппортов поголенка в высоту, вот, да, выглядит это у меня вот таким вот образом. И теперь я буду вязать 10-й раппорт, так, не круговой ряд, не путайте, именно раппорт, и с плавным переходом на пятку. Вот здесь у меня заканчивается 9-й раппорт, так, вот он, вот здесь. И я буду сейчас вязать вот этот 10-й. Вязать я его буду уже на 2 спицах, сам узор. Если узор я вязала поголенок на 4 спицах, узор в 10-м ряду я уже перехожу на тот момент перед как раз таки пяткой на 2 спицы. И вязать буду продолжать сам узор уже на 2 спицах, на 1 и 2. И продолжать по самому носочку, да. И здесь как раз таки именно 10-й раппорт нашего узора я начинаю вязать таким образом именно перед пяткой, чтобы был плавный такой переход от паголенка к пятке. Поэтому можно, в принципе, 10-й раппорт провязать, как и вязали. Тогда у вас будет еще одна дорожка из узора, да, она ляжет вот здесь, и она будет прилегать ближе к пятке. Но мне нравится больше, когда идет равномерный такой переход. Можете вязать и так, и так. Я же вам предлагаю свой вариант. 10-й раппорт вяжем следующим образом. Вяжем так же, как и вязали, да. Хочу вам заметить сразу, что пятку я буду вязать на 3-й и 4-й спице, а сам раппорт продолжаю вязать на 1-й и 2-й спице, да. У меня сейчас будет 1-я, 2-я спица в работе. Вяжем узор, как и вязали. 3 петли изнаночных вот здесь, да. Сейчас я с вами провяжу этот ряд и напомню, как он вяжется, да. Одновременно 3 петли вяжем изнаночными петлями. Четыре петли здесь одной лицевой петлей. Провязали 4 петли вместе одной лицевой. Далее 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 1 лицевая, 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 4 петли вместе одной лицевой петлей. Две петли изнаночных. Первую петлю, спицу точнее, мы с вами провязали, и сейчас будем вязать вторую спицу таким же образом. Мы провязали 1 раппорт нашего узора, да, и вторую спицу вяжем точно так же, это будет у нас 2-й раппорт узора. Довязали петли 2-й спицы до конца, и теперь вяжем петли в 3-й и 4-й спице. И в моем случае это лицевые петельки, да, полностью. Вяжем 2-ю, точнее 3-ю и 4-ю спицу до конца кругового
ряда обычными лицевыми петельками. И мы с вами провязали первый ряд нашего раппорта. В данном случае мы второй, третий и четвертый круговые ряды именно раппорта вяжем следующим образом. Это у нас второй ряд будет раппорта круговой, да? Вяжем 3 петли изнаночными петлями. Тринадцать петель лицевыми. Две петли изнаночных. Первую спицу мы с вами провязали, и это у нас первый раппорт узора. Вторую спицу мы вяжем петли со второй спицы точно так же, как петли с первой спицы. Третью и четвертую спицу мы провязываем полностью лицевыми петлями. И так вяжем 3 круговых ряда. Так, у меня провязан 10-й раппорт. Со стороны носка узор выглядит вот так. Продолжает у нас идти узором, да, как у нас здесь идет. Со стороны уже пятки выглядит он вот так. Именно со стороны пяточки. Сейчас нам нужно вязать уже 11-й раппорт круговой, да, не ряд, повторюсь, именно раппорт, и переходить уже на пятку. 11-й раппорт провязываете вот здесь первую и вторую спицу по узору вашему, так, и дальше уже переходим, я пятку буду вязать на 3-й и 4-й спицы, и уже соединю 2 спицы в одну и буду вязать пяточку. Провязываем первую и вторую спицы согласно нашему узору. Именно раппорт начиная с первого ряда, как и вязали. Провязали 2 спицы узором, так, и 3-ю и 4-ю спицы мы теперь вяжем лицевыми петлями, соединяя 2 спицы, петли 2 спиц на одну. Вот в этом ряду, в 11-м раппорте, в первом ряду 11-го раппорта, мы будем начинать вязать пяточку. И вот эти вот лицевые петли пятки, у меня в данном случае они вот здесь находятся, да, на 3-й и 4-й спице, я провязываю лицевыми петлями, как уже и вязала перед пяткой, и провязываю петли 2 спиц на одну спицу. Мне так будет вязать пяточку удобнее. Провязываем лицевыми петлями петли 2 спиц. На каждой спице у нас их по 18, я напомню. И у нас на 2 спицах, соответственно, 36 петель. Провязываем эти 36 петель с 3-й и 4-й спицы лицевыми до конца кругового ряда. Провязали мы 11-й раппорт узора, да, провязали 3-ю и 4-ю спицы последнего ряда в 11-м раппорте, соединив их на одну спицу. И с данного момента я уже буду начинать вязать пяточку. У меня в данном носочке обычная бабушкина пятка, либо как еще называют квадратной. Как она вяжется, я оставлю ссылочку на мое видео на данную пятку, как она вяжется. Там я подробно рассказываю и показываю. Можете пройти и посмотреть, если вы бабушкины пятки вязать не умеете. Ссылка будет внизу. Также хочу сказать, что в данном случае можно использовать пятку, любую, которая вам понравится. Я, наверное, намеренно сейчас не останавливаюсь именно на пятке, потому что, точнее, на том, как она вяжется, да, потому что в данной модели можно использовать, в принципе, практически любую пятку, наверное, да, за исключением пятки стронг. И то, если продолжать вязать вот здесь узором далее и добавлять пятку стронг, то, в принципе, можно вывязать и стронг при желании. Поэтому пяточку, в моем случае бабушкина, ссылочку будет внизу. Если у вас возникнет желание добавить пяточку какую-то свою, то вы также можете это сделать. Вывязать
пяточку, да, либо мой вариант, который я оставлю на квадратную пяточку, вам ссылку, да, либо же добавить свой вариант. Вывязываем с вами пятку и возвращаемся, будем замыкать наше вязание в круг и продолжать уже вязать с вами наш носочек. Так, приступаем к пятке. Ссылка на бабушкину пятку, в моем случае квадратную, будет внизу. Вяжем пяточку и возвращаемся. Я закончила вязать пятку, и на данном этапе моя конструкция выглядит вот таким вот образом, так? И ниточка у меня заканчивается вот здесь, да? Когда я довязывала изнаночный ряд в пятке последний, у меня моя нить вышла вот с этой стороны, так? Теперь мне нужно провязать вот эту часть обратно, да, потому что у нас все-таки вязание идет по кругу, и сейчас на данном этапе провязываем наши петельки лицевыми петлями с первой по последнюю, да, у меня их 12 штук, в вашем случае, возможно, количество петель будет отличаться от моего. Напомню, ссылку на данный вид пятки я оставлю в описании в инфобоксе, да, как рассчитывать количество петель, если вы вяжете именно бабушкину пятку, да, в моем случае петель 12, и я их провязываю до конца. И вот в этом моменте последнюю кромочную петлю, здесь вот 12-ю, я провяжу тоже лицевой петлей. Провязываем. Вот последняя кромочная, тоже ее лицевой. Провязали, да? Теперь мне вот это с боковой стороны нужно петельки добрать. Добирать я буду тоже 12 петель, потому что делила я пятку на 3 равные части, да, и с двух сторон, как и в середине, мне нужно добрать 12 петель. Добираю самым обычным образом, поддевая под обе дужки спицу, вот так, и вытягиваю петлю. Первая петелька, и так добираю все 12 петель, которые мне необходимы. Добрала я 12 петель с одной стороны. На данном этапе конструкция носка у меня выглядит вот так. И теперь смотрите, такой момент. Я вернулась к исходному, скажем так, ряду, да. По идее, по логике, по постановке раппортов узора, да, я вернулась к началу кругового ряда, да. Именно когда начинали мы первый круговой ряд и начали вязать наш первый ряд раппорта нашего узора, да. И по логике вещей нам нужно сейчас с вами вязать второй ряд круговой нашего раппорта, да. Я его провяжу сейчас вместе с вами и покажу, как он вяжется. Напомню, что это не второй ряд нашего носка, нет, да, это второй ряд нашего раппорта именно. Вяжем его следующим образом: 3 петли изнаночных, 3, 13 петель лицевых, 2 петли изнаночных, провязали мы с вами первую спицу, вторую спицу мы вяжем точно так же. Первую спицу мы провязали, это первый раппорт нашего узора, вторую спицу мы вяжем точно так же, как и первую, и это будет второй раппорт нашего с вами узора. Повторяем раппорт с самого начала.
Вторая спица у нас провязана, и у нас провязан второй раппорт узора. И во втором круговом ряду, да, раппорта мы сейчас дошли до того момента с вами, когда нам нужно поднять с обратной стороны петельки. И здесь обратно я же столько же поднимаю петель, 12 в моем случае, проводя под 2 дужки спицу и выводя ее, петельку делая, да, и так добираю 12 петель. Напомню, что у вас может число петель отличаться от моего. Вы добираете то число, которое нужно вам. Добираем петли с обратной стороны. 12 петель я добрала, но, как вы помните, я набирала на спице по 18 петель. Соответственно, я сейчас провяжу на эту спицу еще 6 петель с середины моей пяточки, да, чтобы уравновесить одинаковое число, да, петель, чтобы у меня было на 3 и 4 спице. Провязываю еще 6 петель лицевыми. Провязали, и теперь у меня на спице получается по 18 петель, как на 3, так и на 4. Это у меня провязана уже получается 3 спица, и у нас мы продолжаем здесь вязать уже саму вот эту часть, ступню нижнюю, да, ее мы вяжем лицевой гладью, и 4 спицу мы провязываем полностью лицевыми петлями. И вот смотрите, мы уже с вами вышли на стопу, вот на эту часть. Во втором круговом ряду после пятки мы вышли с вами на сам носок, на вот эту вот длинную часть. Да, я уже повторяюсь, но тем не менее. Первый ряд раппорта узора мы вязали с вами перед пяткой. И сейчас мы провязали с вами второй раппорт нашего узора, да, в высоту. Напомню, раппорт узора в высоту состоит из 4 рядов. 3 и 4 ряд в высоту провязываем так же, как второй, и далее продолжаем вязать, начиная раппорт с самого начала, да, с первого ряда, и уже вяжем рисунок по верхней части нашего носочка, и продолжаем вязать стопу носка, да, 3 и 4 спицу, как в моем случае, если вы вяжете на чулочных, вяжем лицевыми петлями, а вверх по узору, да, и вяжем до того момента, пока у нас не будет провязано 23 раппорта. 23 раппорта в моем случае это от начала резинки, да, от первого раппорта после резинки и до последнего раппорта перед мыском. В моем случае это 23 раппорта в высоту. Если же вы вяжете на размер другой, у меня он 36, да, то, возможно, у вас будет либо больше, либо меньше, да, количество раппортов вот этих. Если вам нужен меньший размер, вы вяжете меньшее количество раппортов, например, 22 или 21. Если же больше, то, соответственно, 24-25 раппортов. Здесь уже варьируете от того размера, который вы хотите получить. Довязываем нужное количество раппортов. Напомню, у меня на 36 размер 23 раппорта всех полностью, да. У вас может оно отличаться. И уже вернемся с вами, будем формировать сам мысок и закрытие петель. Итак, я довязала до того момента, когда у меня образовалось 23 моих раппорта от резинки, и до момента формирования мыска. Мы сейчас перейдем с вами к формированию вот этого мыска, да. Он у меня связан ленточно с элементом изнаночной глади, да. Это придает нам немножечко такой фабричности в носочках, когда здесь присутствует элемент именно изнаночных рядов. Их у меня 4, остальные идут лицевой гладью.
Как они вяжутся, да, вяжется сам мысок. Давайте посмотрим. Так, первый ряд мыска мы будем вязать следующим образом. Мы добавим, там, где у нас рисунок, вот здесь, 4 ряда изнаночных петель, изнаночной глади, да, пятку, стопу саму, мы будем продолжать вязать лицевой гладью. И мысок сам вяжется следующим образом. Первую петелечку я провязываю лицевой. Это мы провязываем спицы, петли, точнее, первой спицы. Далее мы провязываем 2 вместе, одной лицевой с наклоном влево. Далее, где у нас сейчас рисунок, мы вяжем до конца нашей первой спицы изнаночными петлями. Довязали, вяжем петли второй спицы. Вяжем их изнаночными петлями, не довязывая до конца ряда 3 петель. Вот у нас осталось на спице 3 петли. Теперь мы провязываем 2 петли вместе одной лицевой с наклоном уже вправо. Провязали, и одну петлю последнюю на спице мы провязываем лицевой петлей. Довязали спицу нашу вторую до конца, приступаем к вязанию третьей спицы. Ее мы вяжем следующим образом. Первую петлю провязываем одной лицевой, далее 2 петли вместе одной лицевой с наклоном влево. И далее мы вяжем уже петли стопы, и мы их вяжем лицевыми петлями до конца нашей третьей спицы. Далее у нас идут в работу петли 4 спицы. Вяжем следующим образом, провязывая их лицевыми петлями, не довязывая до конца ряда 3 петель. Оставшиеся 3 петли провязываем следующим образом. 2 петли вместе провязываем одной лицевой петлей, и последнюю петлю на спице мы провязываем лицевой петелькой. Провязали наш круговой ряд. Дальше мы будем продолжать вязать следующим образом. Здесь, где рисунок, мы еще провяжем 3 ряда изнаночными петлями, и потом вот здесь переходите на лицевую гладь до конца, до момента, когда у вас останется на всех 4 спицах 8 петель, по 2 петли на каждой. Напомню, еще 3 ряда здесь изнаночными петельками, где рисунок, потом переходим на лицевую гладь. И до того момента, когда у вас на спицах останется по 2 петли, либо 8. И будем закрывать наши изделия иглой. Предлагаю это сделать самостоятельно. Закрытие петель, я имею в виду закрытие, сокращение петель мы делаем в каждом ряду. Можно делать в каждом втором. Смотрите, как вам будет удобнее и как вам понравится больше. Можно так, можно так. И вяжем до того момента, когда на спицах останется 8 петель. Довязала я мысок до момента, когда у меня на спицах осталось по 2 петли, в итоге 8, и мысочек на данном этапе выглядит вот так. Вот эти вот дорожки из изнаночных петель, а то, о чем я говорила, придают эффект фабричности. Теперь нить мы отрезаем столько, чтобы спустить петли на нее, да, на нить, и спрятать, потом закрепить хвостик. Вставляем нить в иглу. Так, вставили. Теперь мы с каждой спицы на иголку, на нить, при помощи иглы, да, перебрасываем на иглу именно петельки наши. Так, одну, вторую,
продеваем иглу через петли и подтягиваем. И так поступаем со всеми петельками оставшимися у нас. На данном этапе носочек выглядит вот так. Теперь мы нить подтягиваем. И получается вот такая конструкция. Так, дырочки у нас не образуются. Теперь иглу я выведу на изнаночную сторону, зафиксирую кончик и спрячу хвостики. Выводим вот так, да, по середке через импровизированную дырочку, да, фиксируем хвостик, чтобы не распускался, любым удобным для вас способом, и прячем хвостики. Вот такие в итоге носочки у меня получились. Я думаю, что можно вязать и на размер больше, и на размер меньше. Если вам нужно, допустим, сделать шире, больше петель набрать, тогда вот здесь вот эти вот между рачьим вот этим шагом, да, или как его можно еще назвать, павлиньим хвостом, да, у меня по 5 петель изнаночных, да. Если вам нужно шире, то можно сделать 6-7 петель изнаночных, да. По галинок тоже можно вязать выше. Если вам нужно длиннее размер, не 36, как у меня, то, соответственно, раппортов вяжете больше. Если нужно меньше размер, то меньше количество раппортов, не 23, например, 21, либо 20. Тут уже по размеру варьируйте сами. Вот. Надеюсь, для вас была сегодня полезна. У меня на сегодня все. Спасибо за внимание и пока.